Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я к праздникам собрала подборку из 7 рецептов роскошных тортов со вкусом всемирно известных конфет. Это торт Ферреро Роше, Рафаэлло, дубайский шоколад, торт Марс, торт Джотто, торт Натс и торт Сникерс. Ссылочку на рецепт торта Баунти, сюда он, к сожалению, не вошел у меня в эту подборку, я вам оставлю в описании к данному видео. Все эти роскошные торты наиболее приближенно передают вкус любимых миллионами всемирно известных конфет. Итак, в данном видео я готовлю незабываемо вкусный, быстрый и недорогой торт Ферреро Роше с хрустящим слоем, без сливок, без сыров, самый быстрый его вариант. Приготовим основу для крема. 350 мл молока доводим до кипения. Здесь у меня 100 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара добавляем туда, 35 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваем. 150 мл холодного молока, 2 яйца среднего размера, весом без скорлупы яйца и на бисквит, и на крем примерно по 50 грамм. Все это перемешала, иду сейчас на плиту, в горячее молоко, очень аккуратно, помешивая в центре ковшика, вливаю всю яичную смесь. Сейчас при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном довожу эту смесь на умеренном огне до кипения. Как только пойдут вот такие характерные первые пузыри, провариваю примерно еще 20 секунд и снимаю с огня. Переливаю сейчас в ту емкость, где она у меня будет остывать, эта смесь. Ей нужно дать остыть до комнатной температуры. Приготовим бисквит. Итак, 330 грамм муки, 60 грамм какао-порошка и 15 грамм разрыхлителя я перемешиваю и отставляю пока что в сторону. Шесть яиц среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Все это я перемешала до однородности, чуть-чуть взбиваю и добавляю туда порциями 270 грамм сахара. Сейчас всю эту смесь я буду взбивать примерно 4 минуты, не дольше. Смесь побелеет вот так, станет пышной. Добавляю туда 150 мл молока комнатной температуры и 150 грамм растопленного сливочного масла, ни в коем случае не горячего. Все это просто перемешиваю, ничего уже здесь долго не взбиваю. Просеиваю туда всю сухую смесь, перемешиваю просто миксером, ничего здесь долго не взбиваю. Миксер здесь у меня маломощный, 300 Вт. То есть справится каждый своим обычным ручным миксером, который есть дома. Форма у меня здесь прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Вы также можете брать круглую форму. Бока и дно формы я застелила бумагой для выпечки. Сейчас обязательно вот такой тяжелый масляный бисквит я распределяю из центра на уголки формы и отправляю выпекаться при температуре 175 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 45-50 минут. Выпекать буду на среднем уровне, дверцу духовки во время выпекания, конечно же, не открываем. Проверяю сейчас шпажкой, она выходит сухая и чистая, полностью у меня остыл корж в форме, и когда он остыл до комнатной температуры, я извлекаю его из формы, и сразу же он готов к работе. Сразу нарезаю его на 3 ровных коржа. Бисквит этот очень неприхотливый. Он сразу же готов к работе, как я сказала. И смотрите, какой красивый он получается. Тонко-пористая структура. Он очень нежный на вкус. Его можно кушать как отдельный десерт. И готовится он очень просто и быстро. Его даже можно приготовить без миксера. Но тогда может образовываться шапочка. С миксером лучше все-таки. Если вы захотите выпекать бисквит, допустим, в круглой форме и маленькой, 18-20 см максимум,
всех ингредиентов вообще на этот торт вам нужно просто взять вдвое меньше. Здесь все очень просто. Итак, остаточки от шапочки бисквита я сейчас измельчаю и буду потом ими впоследствии обсыпать бока торта. Итак, завершаю приготовление крема. Здесь 150 грамм размягченного сливочного масла и 120 грамм шоколадно-ореховой пасты нутелла, либо же можно брать ее аналоги. Здесь взбивала примерно 2-3 минуты и по 2-3 столовые ложки добавляю туда остывшую до комнатной температуры, ни в коем случае не холодную, заварную основу и прорабатываю миксером. По поводу шоколадной пасты сразу хочу сказать, здесь я показываю самый элементарный вариант с нутеллой. Крем получается просто необыкновенно вкусным. Вы можете брать аналоги этой пасты, продается множество аналогов без использования пальмового масла, можно брать с подсолнечным маслом, можете брать также пралине. Здесь все на ваше усмотрение. Крем взбиваем до той степени, чтобы все комочки от заварной основы, конечно же, разошлись. Но взбиваем недолго, иначе крахмал проваренный разжижится в креме. Взбила крем. Теперь готовим хрустящий слой. 200 грамм вафель Кнопперс. Вафли здесь нужно брать именно очень хрустящие. Вы можете брать не этой фирмы. Вы можете аналог брать, какой есть у вас в свободном доступе. Очень важно, чтобы именно сами вафли, здесь вот сама выпечка это, чтобы они очень сильно хрустели. Кнопперс, конечно, идеально сюда подходит, потому что здесь и фундук есть измельченный, шоколадная прослоечка небольшая, и сами вафли, то есть их качество, удивительно хорошо соответствуют именно требованиям этого торта. Вафли, как вы видите, я измельчаю не очень мелко. Это важно, чтобы они потом при перемешивании не превратились просто в пыль. 200 грамм растопленного молочного шоколада, 150 грамм растопленного сливочного масла и 50 грамм нутеллы. Делаем такой быстрый ореховый ганаш. Я его выливаю сейчас к вафлям. И туда же я добавляю 100 грамм обжаренного измельченного фундука. Он у меня уже покупной, готовый. Вы же можете сами его порубить ножом и просушить примерно 10 минут при температуре 150 градусов Цельсия в духовке. Уже в измельченном виде, чтобы он быстрее у вас прожарился. Можете также на сковороде его обжарить, но там есть вероятность того, что он может подгорать. Сделали вот такой хрустящий слой. Вафли остаются хрустящими и на следующий день в этом торте. Главное взять качественные вафли и нарезать их для начинки не очень мелко. 150 мл молока я здесь беру для пропитки всего торта, всех 3 коржей. Вы же можете какао здесь сварить и сделать именно с какао пропитку. Это очень будет тоже вкусно. Я делаю быстрый вариант. Половину хрустящей массы я выкладываю сейчас на нижний корж. Я поделила ее визуально на 2 равные части. У меня на моем канале есть торт Ферреро Роше, где я готовлю Royal Tin к нему, то есть я сама его пеку. Там я делаю тоже хрустящий слой, немножко другой. Я ссылочку оставлю вам в описании к данному видео, можете пройти и посмотреть. Там он и со сливками готовится, и другой совершенно рецепт. Но сегодняшний торт ничем не уступает тому рецепту, а даже может быть и вкуснее где-то получается. И что очень важно, готовится он в разы быстрее и проще. Сейчас половину крема я выкладываю на первый корж. Делать это лучше и удобнее из кондитерского мешка, конечно. Пропитываю второй корж. В форме очень удобно для выпечки это все собирать. Как я уже сказала, если вы хотите небольшой тортик сделать 18 сантиметров в диаметре, вдвое смело можете делить все ингредиенты и готовить маленький торт. Просто брать всех ингредиентов и для бисквита, и для кремов, и для прослойки вдвое меньше. Накрываю тем коржом, который был у нас дном при выпекании, пропитываю его также и убираю сейчас в холодильник часа на 3. Вот этот слой, который хрустящий, он не превращается в камень. Здесь вот этот ганаш на сливочном масле с нутеллой, он прекрасно нарезается, но он предохраняет вафельный слой от влаги, то есть он не пропускает эту влагу. Здесь все очень хорошо предусмотрено для этого именно в этом слое. Нарезается он превосходно. Вы видите, вот в начале видео я показала. Я измельчила в измельчителе шапочку от бисквита, который у нас остался.
И сейчас посыпаю боковины торта. Предварительно я уже обжарила на сковороде 100 грамм фундука. Я порубила его ножом, чтобы быстрее он обжаривался. Вы же можете его также и в духовке при температуре 150 градусов примерно 15 минут просушить. Для глазури я беру 100 грамм растопленного молочного шоколада и 2 столовые ложки растительного масла без запаха. Поливаю просто верх торта. Если вы хотите полностью весь торт покрыть этой глазурью, следует брать всех ингредиентов для глазури вдвое больше. Глазурь эта прекрасно нарезается. Она очень вкусная на вкус, то есть без запаха растительное масло во вкусе не чувствуется. Очень рекомендую ее приготовить. Тонким, красивым слоем ложится. И шоколад, конечно, нужно использовать молочный, потому что в классическом варианте конфет Ferrero Rocher для покрытия используется именно молочный шоколад. Вы видите, как он хорошо нарезается, этот торт. Я только что его достала из холодильника. Здесь очень важно взять качественные вафли. Просто попробуйте, какие у вас производители есть именно в той стране, где вы находитесь, и выберите хорошие, достойные вафли. Торт по вкусу очень напоминает именно те всеми любимые конфеты Ferrero Rocher. В данном видео я готовлю нереально вкусный, знаменитый торт Рафаэлло без муки и без глютена. Торт готовится совсем несложно, но получается просто необыкновенно вкусным, сочным, в котором сочетаются идеально все вкусы. Другой рецепт торта Рафаэлло есть на моем канале с кокосовым бисквитом, с немножко другим кремом. Проходите по ссылке в описании под видео и смотрите тот рецепт. Сейчас приготовим коржи. 25 грамм кукурузного крахмала, 120 грамм миндальной муки и 100 грамм кокосовой стружки. Сразу говорю по поводу кокосовой стружки. Берите как можно более ароматную, потому что есть такая кокосовая стружка, которая вообще ничем не пахнет. Поэтому для этого десерта, для этого торта позаботьтесь, купите хорошую кокосовую стружку. Это очень важно. Здесь 7 белков от средних яиц, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара и взбиваем сейчас до образования такой пивной пены. Это 210 грамм примерно белка здесь нужно. Я все напишу в описании под данным видео. 250 грамм сахара я сейчас порциями ввожу в белковую массу. И взбивать я буду примерно 8 минут до такой глянцевой, очень красивой меренги. Но пик у этой меренги должен быть такой подрагивающий. То есть не в губку взбиваем. Вот такая вот меренга должна в итоге получиться. Теперь я перекладываю просто всю эту массу в более большую миску, где мне удобнее будет перемешивать, чтобы не осела меренга. И туда я сейчас порциями ввожу всю сухую смесь, которую мы приготовили ранее. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Складывающими движениями очень аккуратно сверху вниз перемешиваем. Итак, масса готова. Перекладываю сейчас в кондитерский мешок. И формы здесь у меня по 18 сантиметров будут. Две формы сразу же отсаживаю. Здесь тесто это не может ждать. Сразу отсаживаю на противень. Если же у вас нет этих форм, выпекайте вообще без форм. Это тоже можно. И ничего страшного, просто кончики потом нужно будет обрезать. На 25 минут температура 175 градусов Цельсия. Режим вверх-вниз без конвекции. Вторую часть теста я сразу же отсадила также на противень. И пока будет выпекаться первая часть теста, вторая часть теста должна уже ждать именно вот в таком нанесенном на противень виде. Вот это важно. Итак, первые коржи выпеклись. Сейчас, как только я могу дотрагиваться до форм, я сразу же освобождаю коржи из форм. 25 минут, режим вверх-вниз, без конвекции. Еще раз повторяю, можно выпекать вообще без форм. Потому что этот вопрос очень часто задают в комментариях. Даем сейчас коржам просто остыть.
и они уже готовы к употреблению. Коржи получаются такие достаточно мягкие. Сверху и снизу корочка такая сухая, но внутри коржи мягкие. Это так и должно быть. Сейчас складываем их, когда они полностью остыли, их можно складывать один на один, эти коржи. Готовим крем. 50 грамм кокосового молока. Туда же я отправляю 25 грамм кукурузного крахмала. Все просто перемешиваю. 8 грамм ванильного сахара. Перемешиваем также. Здесь 7 желтков, которые у нас остались от разделения яиц на желтки и белки. Белки у нас пошли в тесто, а желтки сюда. Добавляем всю эту кокосовую смесь с крахмалом туда, все перемешиваем. Когда желтки у вас останутся стоять, обязательно их накрывайте пищевой пленкой. И 170 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки добавляем туда. Все это перемешиваем. Сейчас на плите я уже нагрела почти до кипения 300 мл кокосового молока. Туда же я добавляю всю яичную смесь. Все это сейчас перемешиваю и иду уваривать на плиту. Сейчас на умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании я довожу эту смесь до кипения, и когда пойдут первые пузыри, проварится смесь еще буквально секунд 20-30, и я снимаю смесь с огня. Она готова. Туда же я добавляю сейчас, пока она совсем горячая, 50 грамм белого шоколада. Размешиваю все это. Смесь будет глянцевая, очень красивая от шоколада. И также я добавляю туда 70 грамм кокосовой стружки. Еще раз повторяю, кокосовую стружку берем самую ароматную, которую только можно купить. Переливаем сейчас все это в емкость, где вся смесь будет остывать до комнатной температуры, а 250 грамм сливочного масла нагреваем сейчас до комнатной температуры. Итак, прошло у меня несколько часов. Масло должно быть вот такой консистенции для взбивания. Взбиваем масло сейчас минуты 4-5, чтобы оно увеличилось в объеме и побелело. И добавляю сейчас туда порциями всю заварную основу. Заварная основа не должна быть холодной. Она должна быть температуры такой примерно 25-27 градусов, чтобы крем не расслоился. Есть еще один крем кокосовый Рафаэлло на моем канале. Ссылку я оставлю в описании к данному видео. Тоже очень вкусный, но тот я готовлю без яиц. Итак, крем готов. Им можно также и шапочки у капкейков украшать. Он держит форму. И начинаем сборку торта. Сразу же. Буду наносить из кондитерского мешка, мне так просто удобнее. Вы же можете обычным шпателем пользоваться. Крем я распределила на 3 части, чтобы мне промазать им 3 коржа. Ну а остаточком там я просто выровняю слегка этот торт. Сейчас небольшой слой крема я нанесла на второй корж. Я делаю такой сейчас из кондитерского мешка как бы бордюрчик. И буду засыпать туда внутрь сейчас миндаль обжаренный. Здесь 100 грамм миндаля я обжарила на сковородке. И насыпаю туда. Вы можете больше брать миндаля, можете в каждый слой его укладывать. Но мне так больше нравится. Потому что мне кажется, что этого достаточно. Накрываем небольшим слоем крема весь миндаль. Разравниваем также. Видите, этот торт даже можно собирать и без формы, что я и делаю.
Третью часть крема выложили на третий корж и накрываем все это четвертым коржом. В принципе, торт собран. Остаточками крема сейчас выравниваем торт и сразу убираю в холодильник сейчас. Здесь я достала торт из холодильника. Я его выравниваю небольшими совсем остатками крема. И посыпаю сейчас кокосовой стружкой. Здесь по желанию вы можете украшать его и под крем, и под мастику брать, под любую. То есть украшение можно делать любое. Торт очень стабильный, он хорошо переносит транспортировку, то есть за это переживать вообще не нужно. И вот смотрите, как он нарезается после ночи в холодильнике. То есть нарезается он очень ровно. Очень ровно. Такой, я бы сказала, даже очень удачный в плане нарезания торт, несмотря на то, что он весь ореховый. И вот такой идеальный красивый разрез у нас получается. Когда он постоит где-то буквально полчаса при комнатной температуре, он тает во рту, этот торт. Очень советую приготовить для всех любителей конфет Рафаэлло. Вот такой он нежный. Это буквально вот здесь вот 20 минут он у меня пробыл при комнатной температуре. Видите, надламывается вилкой, то есть он мягкий, очень сочный тортик. В данном видео я делаю необыкновенно вкусный и очень быстрый торт «Дубайская шоколадка». Подробный рецепт такого более основательного торта «Дубайский шоколад» есть уже на моем канале. Этот же вариант домашний, я бы сказала, но не менее вкусный. И главное, что он готовится очень быстро, когда хочется именно десерта «Дубайский шоколад». Все подробно покажу вам в данном видео. Рецепт я сделала наиболее доступным для всех, чтобы все смогли его приготовить, кто любит именно этот десерт. По вкусу торт получается действительно роскошным, очень нежным, с хрустящим дубайским слоем. И сначала я буду готовить сейчас шоколадный бисквит. Для бисквита я беру 300 грамм муки, 100 грамм какао-порошка и 15 грамм разрыхлителя. Все это просто перемешиваю и отставляю сейчас в сторону. Какао-порошок у меня не алкализованный, обычный. 6 яиц среднего размера, 16 грамм ванильного сахара, щепотку соли. Соли здесь брать много не нужно. Где-то 1 чайная ложка без горки это максимум уже. Потому что в таких насыщенных шоколадных бисквитах соль очень сильно чувствуется. Без соли нельзя, но и переборщить с солью тоже нельзя. Все это взбиваю до состояния пены. 340 грамм сахара. Все это взбивала примерно 3 минуты. Добавляю туда 150 мл молока комнатной температуры и 150 грамм растительного масла без запаха. Просто все перемешала. Ничего дальше не взбиваю. Просеиваю сейчас туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Перемешаю сейчас все это просто на таких средних оборотах миксера. Ничего долго не взбиваю, просто перемешиваю. Лопаткой тоже вмешивать нет смысла. Тесто получается достаточно таким тяжелым, благодаря какао вязким. Не нужно ожидать от этого бисквита с таким огромным количеством какао, что он будет каким-то мега воздушным, пышным. Нет, он будет очень сильно шоколадным. Выпекать буду при температуре 170 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 40-45 минут. Это в моей духовке. И пока печется бисквит, я приготовлю дубайскую начинку. Для этого я беру 250 грамм готового теста катаифи покупного. Сковорода у меня 28 сантиметров в диаметре. 50 грамм сливочного масла я растопила на сковороде. И сейчас на среднем огне буду обжаривать это тесто вот таким образом. Примерно 12 минут мне понадобилось при непрерывном помешивании, чтобы оно стало золотистого цвета. Оно будет уменьшаться в объеме, это нормально, это так и должно быть. И вот когда оно вот такого цвета у меня уже стало, ни в коем случае оно не должно подгорать, снимаю с огня, пересыпаю сейчас в ту емкость, где я буду его перемешивать с фисташковой пастой. Емкость берите такую, которая выдержит у вас очень теплую температуру этого теста. Добавляю туда сейчас 350 грамм готовой уже сладкой фисташковой пасты. Содержание фисташки здесь у меня 45% в этой пасте. Также, конечно же, туда добавлены различные растительные масла, в том числе небольшое количество пальмового масла. Но фисташковая паста это очень вкусная. Берите качественную, конечно же. Благодаря составу вот этой фисташковой пасты, тому, что мы берем ее здесь достаточно большое количество,
у нас эта фисташковая начинка дубайская будет держаться очень хорошо, и тесто катаифи не размокнет, даже если мы его не будем никак изолировать ни масляным кремом, ни ганашем шоколадным. То есть это очень большой плюс. Перемешиваю, заметьте, прямо горячее тесто с фисташковой пастой, так оно перемешается гораздо более быстро. Сразу хочу вам сказать, что если у вас натуральная фисташковая паста без подсластителей, то есть натуральная, без сахара, вам нужно ее, естественно, перемешать с сахарной пудрой, потому что по вкусу тогда начинка будет невкусная, если она у вас не сладкая. Это очень частый вопрос в комментариях. То есть вам нужно ее обязательно сделать сладкой, эту начинку. Отставлю сейчас эту начинку в сторону, чтобы она остыла. И за это время я как раз разрежу бисквит. Бисквит у меня уже испекся. Проверяю для вас деревянной шпажкой. Она выходит сухая и чистая. Когда он полностью у меня уже остыл до комнатной температуры, разрезаю его сразу же на 3 коржа. Ничего здесь не жду. Бисквит очень насыщенный, очень шоколадный получается по вкусу. Я специально выбрала именно такой насыщенный шоколадный бисквит для этого варианта тортика, потому что дубайская начинка, она многим кажется приторной. И поэтому вот этот шоколадный бисквит будет очень хорошо оттенять вкус самой дубайской начинки. Вы также можете здесь, конечно же, использовать ваш самый любимый бисквит шоколадный, который вы уже знаете, к которому вы уже привыкли. Если вы будете выпекать этот бисквит сейчас не в прямоугольной форме, конечно же, в круглой форме можно приготовить. На это же количество ингредиентов я бы взяла 24 сантиметра в диаметре круглую форму. И я приготовлю крем сейчас. Я растопила 180 грамм молочного шоколада в микроволновке. Добавляю туда сейчас 200 миллилитров холодных сливок для взбивания жирностью не менее 30%. Все просто перемешиваю так лопаткой. Горький шоколад я здесь брать не советую, потому что крему нужна сладость именно от молочного шоколада. Крем также будет стабильным и с молочным шоколадом. У меня здесь какао-содержание 26%. Если у вас нет микроволновки, вы можете растапливать шоколад на водяной бане. У меня уже масса очень холодная, благодаря тому, что сливки холодные. И в моем случае массу я взбиваю сразу. Добавляю туда сейчас 250 грамм сыра маскарпоне, тоже очень холодного. Взбивать буду сейчас всю массу примерно 1,5 минуты до устойчивости и пышности. В вашем же случае, в зависимости от того, какой у вас миксер, возможно, понадобится чуть больше или чуть меньше вашего времени на взбивание. Здесь я хочу еще добавить, что если у вас, когда вы соедините шоколад с холодными сливками, масса будет такая тепловатая или хотя бы комнатной температуры, поставьте это на 10 минут в холодильник. И сейчас я сразу же начинаю сборку торта. Вот смотрите, если у вас вот эта дубайская начинка во время вашей работы с коржами, допустим, или вы что-то отвлеклись на какие-то свои дела, немножко уже так подзастыла, вы можете ее также спокойно импульсами прогреть в микроволновке. Она у вас немножко разжижится, чтобы вам ее наносить удобно было на корж. Либо же на водяной бане, если у вас нет микроволновки. Сейчас всю эту дубайскую начинку я наношу сразу на корж. Заметьте, корж я здесь не пропитываю, чтобы все-таки влага лишняя от коржа не перешла к начинке. Но изолировать я ее все равно не буду. Если вам долго нужно, допустим, чтобы несколько суток простоял этот торт, тогда изолируйте ее масляным кремом. Сейчас я ее просто выровняла вот так шпателем металлическим. Если у вас нет такого шпателя, можете просто ножом ее выровнять. И сразу же начинаю сборку торта дальше. Следующий корж выкладываю прямо на эту дубайскую начинку. Если у вас вся семья любит очень влажные такие коржи, я здесь коржи пропитывать не буду из-за этой начинки. Тогда хотя бы нижний корж не пропитывайте, но пропитайте тогда все другие коржи. Коржи получаются очень нежные, но если вы любите прямо такие мокрые коржи, тогда пропитывайте. Сейчас весь шоколадный крем я наношу уже на второй корж. И немножко я оставлю крема здесь для боковин этого тортика и просто для такого небольшого совсем украшения. Оставлять это не обязательно, это просто мой такой вариант подачи этого тортика будет. Сейчас очень хорошо разравнивается уже этот крем, потому что он уже стабильный благодаря шоколаду. Я его наношу очень аккуратно шпателем, потому что коржи очень-очень нежные. Этот торт, чем он хорош, вы его сразу уже можете подавать. То есть он у вас сразу готов уже к подаче. Он не требует здесь особой пропитки. Максимум час он может простоять, и он уже прекрасно будет нарезаться.
То есть очень советую его готовить именно для домашнего чаепития. Как приготовить это тесто катаифи, если вы его не можете купить нигде, ни на маркетплейсе, ни в магазинах? Сейчас огромное количество видео есть, как готовится это катаифи дома. Но это, конечно, нужно повозиться. Шапочку от бисквита я измельчила и посыпаю боковины торта этой шапочкой. И остатками крема я вот так вот, это на мое усмотрение, я просто украшаю уже верх тортика. Также я украшаю сейчас верх тортика шоколадной посыпкой и измельченными фисташками. И все, в принципе, торт мой готов. Тортик разрезается превосходно большим ножом. Лучше разрезать его такими пропиливающими движениями, но даже если вы просто будете разрезать, он прекрасно нарезается. И, конечно же, дубайскую начинку лучше всего поместить именно вниз торта. Заметьте, здесь эту начинку я никак не окрашивала, потому что это для домашнего чаепития. Здесь и так видно, что она зеленая. Это на ваше усмотрение. Вы можете ее просто окрасить пищевым красителем. Прекрасный разрез, необыкновенно вкусный ароматный торт получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. В данном видео я делаю необыкновенно вкусный, тающий во рту торт Марс. Со вкусом всем известного шоколадного батончика. Торт буквально тает во рту. Делается он очень быстро и просто, без желатина. Все покажу и расскажу в данном видео. 170 грамм муки. Туда же я добавляю 30 грамм какао-порошка. Неалкализованный у меня здесь какао-порошок. И 7 грамм разрыхлителя. Все это я сейчас просто перемешиваю и отставляю в сторону. Беру 3 яйца среднего размера комнатной температуры, щепотку соли, 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм. И все это взбиваю примерно минуту. Сейчас туда же я добавляю 140 грамм сахара. Порциями ввожу и взбиваю всю яичную смесь примерно 3 минуты. Вот до такого состояния у нас взбивается смесь. Туда же я сейчас добавляю 75 миллилитров молока комнатной температуры, 75 грамм растительного масла без запаха. И все это просто перемешиваю, ничего больше я не взбиваю. Просеиваю сейчас всю сухую смесь. И просто прорабатываю все это миксером. Не взбиваю долго, но прорабатываю, чтобы все комочки разошлись. И обязательно со стенок посуды собираем всю сухую смесь. Итак, духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду вот в такой форме 20 сантиметров в диаметре. На режиме вверх-вниз без конвекции. Примерно 30-35 минут. Все зависит будет от вашей духовки. Бисквит испекся, даю ему полностью остыть сейчас на решетке, а в это время приготовлю карамель. Здесь у меня 200 грамм сахара, я ставлю на огонь, на очень умеренный огонь. 180 миллилитров сливок, 30% жирности я довела до кипения и добавила туда щепотку соли. И сняла с огня и отставила пока что. Сахар начинает потихоньку плавиться из боков. Я слегка его начинаю пододвигать к центру. Ничего здесь я пока не перемешиваю. Еще раз повторяю, на очень умеренном огне я все это делаю. Сейчас моя задача, чтобы сахар полностью растворился. Когда сахар растворился, я добавляю туда 100 грамм сливочного масла. Здесь у меня 82% жирности у масла. Все это просто перемешиваю. Сейчас у меня плита полностью выключена. То есть в горячей карамели масло полностью разойдется. И туда же я сейчас вливаю все горячие сливки. И опять все очень хорошо перемешиваю. Еще раз повторяю, что плита у меня выключена на данный момент. Как только прекратится вот это бурное шипение,
Я опять включаю сейчас плиту на умеренный огонь и провариваю карамель примерно 1,5–2 минуты, но это очень примерное время, до температуры 106 градусов Цельсия. И карамель готова. Я ее снимаю сейчас с огня. Переливаю ее в жаропрочную емкость, где она у меня просто будет остывать. Сейчас до комнатной температуры. В это время я приготовлю крем. Здесь 200 мл сливок, не менее 30% жирности сливки должны быть, я довела до кипения. Добавляю туда 200 грамм шоколада, 40% какао. И все это хорошо перемешиваю. Шоколад здесь можно брать до 50% смело, но выше уже может горчить крем. Тогда уже нужно добавить немного сахарной пудры по вкусу. Сейчас я через сито переливаю все это в емкость, в которой у меня масса будет остывать. Масса уже остывает достаточно хорошо благодаря добавлению, в принципе, не растопленного шоколада. Через сито можно не перетирать, но лучше протереть, чтобы не было комочков. Если у вас нет шоколада 40% какао, вы можете взять 100 грамм 30% шоколада и 100 грамм 50% шоколада. То есть здесь проблем нет никаких. Накрываю сейчас пищевой пленкой и убираю это в холодильник буквально на полчаса, не больше, чтобы масса у меня остыла. Она не должна застывать, она должна просто охладиться. Она может и не станет у вас экстремально холодной. У меня она просто охладилась, но она не ледяная, эта масса. И сейчас я добавляю туда 300 мл очень холодных сливок, не менее 30% жирности. Все это перемешиваю до однородности и начинаю взбивать. Почему я перемешиваю именно венчиком? Чтобы со дна всю эту массу очень хорошо поднять. Можете лопаткой еще пройтись. Именно чтобы на дне вот эта вот шоколадная масса у вас не оставалась. Это не шоколадный ганаш. Это именно сливочно-шоколадный крем. Очень воздушный, очень легкий. Сразу говорю, у кого есть планетарный миксер, сразу лучше взбивайте в планетарном миксере. Потому что пузырьки воздуха от ручного миксера все-таки остаются в креме. Я взбивала ровно 2,5 минуты этот крем. Крем готов. Бисквит у меня полностью остыл. Сейчас я его вырезаю из формы, нарезаю его на 3 коржа. Вы можете нарезать его также ножом. Я нарезаю по обыкновению струной, мне так удобнее. Шапочку здесь я не срезаю. Этот бисквит очень удобный, он готов к работе сразу. И он буквально тает во рту. Он дополняет собой начинку во вкусе, не доминирует во вкусе. Итак, я начинаю сборку торта. Крем я выложила в 2 кондитерских мешка. Бисквит я просто пропитываю холодной кипяченой водой. Крем здесь наношу на корж и также делаю из крема такой двойной бортик, чтобы потом мне внутрь уже налить карамель. Карамель я также выложила в кондитерский мешок, это очень удобно. Мешок берите поплотнее для карамели всегда. Карамель подвижная, она в холодильнике подстынет слегка, но она не превращается в камень. Желатин я не использую. Сейчас я последующий корж покрыла с одной стороны также кремом, небольшим слоем. Переворачиваю его и таким образом уже кладу на карамель. Так гораздо удобнее. Делается это очень просто и быстро, чтобы закрыть уже карамельный слой. Также пропитываю сейчас этот корж, также наношу на него крем. Делаю также двойной бортик и внутрь выливаю остаток карамели. Сейчас я буду убирать этот торт примерно на 4 часа в холодильник. Можно оставить на ночь. Торт очень стабильный, сразу получается, карамель не вытекает. В принципе, такой торт, если у вас нет кондитерского кольца, даже можно собирать без кондитерского кольца.
Пропитку можете брать любую, какая вам нравится, но я здесь пропитываю просто холодной кипяченой водой, потому что торт сладкий. Ставлю сейчас в кондитерское кольцо. Ацетатную пленку здесь можно не использовать, вы можете использовать просто пищевую пленку, если у вас нет ацетатной пленки, либо же канцелярские папки. Убираю сейчас примерно на 4 часа в холодильник. Верх также накрываем пленочкой пищевой, чтобы он у нас не заветривался. Приготовлю глазурь. 150 грамм сливок миллилитров я довела до кипения, 200 грамм шоколада 40% я растворила в сливках. И сейчас я вылью это на холодный торт. Торт уже стабилизировался, остыл. И выливаю всю глазурь шоколадную на торт. Здесь я не стала особо его выравнивать, просто такой домашний быстрый вариант. Украсила безе. Безе я готовила заранее. Ссылку на приготовление безе я оставлю вам в описании. Вот такой шикарный разрез получается у торта. Он очень сочный, буквально тает во рту этот торт. Очень советую приготовить. Готовится предельно просто и быстро. Без всяких таких сложных ингредиентов. Очень вкусный и очень быстрый тортик. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. В данном видео я делаю всемирно известный, незабываемо вкусный ореховый торт Giotto. Торт со вкусом знаменитых всемирно известных конфет Giotto. Готовить его будем из простых и доступных продуктов, без использования сливок. У меня на канале есть уже один рецепт торта Giotto, но с использованием творожно-сливочного сыра, сливок. Здесь же мы будем готовить с роскошным хрустящим слоем этот торт с незабываемо вкусным и нежным ореховым бисквитом. Итак, сначала приготовим корж. Здесь у меня 4 яйца среднего размера комнатной температуры, щепотку соли, туда добавляю 16 грамм ванильного сахара, все это взбиваю до состояния пены и добавляю туда сейчас 160 грамм сахара и взбиваю примерно 3 минуты. Вот такая пышная побелевшая масса получилась. Добавляю туда 160 грамм растопленного сливочного масла, конечно же ни в коем случае не горячего, комнатной температуры. Также добавляю туда 200 миллилитров пахты или же кефира можете брать. Девочки, кто из Германии, бутермильх я добавляю. Все это просто перемешиваю, ничего дальше не взбиваю. 240 грамм муки туда просеиваю. Мука у меня обычная, очень часто спрашивают, какая у меня мука, обычная совершенно. 8 грамм разрыхлителя. И 100 грамм молотого фундука. Здесь грубого помола такого фундук. Вы же можете брать любой орех, если у вас нет фундука. Но вообще-то конфеты Giotto, они идут, конечно же, с фундуком. Вот такая масса получается. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Форма здесь у меня прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Также вы можете брать круглую форму 24 сантиметра в диаметре. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции в заранее разогретой духовке на среднем уровне примерно 35 минут. Это в моей духовке. Вы же смотрите по вашей духовке. Дверцу духовки во время выпечки, конечно же, не открываем. Убираю выпекаться. Итак, корж у меня испекся, проверяю его деревянной шпажкой, даю коржу полностью остыть и готовлю заварную основу для крема. 350 мл молока доводим до кипения. Здесь у меня 100 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара добавляем туда, 35 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваем. 150 мл холодного молока, 2 яйца среднего размера, весом без скорлупы яйца и на бисквит, и на крем примерно по 50 грамм. Все это перемешала, иду сейчас на плиту, в горячее молоко очень аккуратно
Помешивая в центре ковшика, вливаю всю яичную смесь. Сейчас при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном довожу эту смесь на умеренном огне до кипения. Как только пойдут вот такие характерные первые пузыри, провариваю примерно еще 20 секунд и снимаю с огня. Переливаю сейчас в ту емкость, где она у меня будет остывать, эта смесь. Ей нужно дать остыть до комнатной температуры. Итак, корж у меня полностью остыл в форме. Извлекаю его теперь аккуратно из формы и нарезаю его сейчас на 3 коржа. Если вы новичок, вам следует тогда брать порцию бисквита этого побольше. Допустим, на 6 яиц его выпекать, потому что коржи получаются достаточно тонкими. Я считаю, что толще их здесь делать нет смысла, потому что тогда заглушаться будет уже вкус самого торта, крема, вот этой начинки ореховой. Поэтому я останавливаюсь вот на таких пропорциях. Я разрезаю на 3 коржа. Коржи нежнейшие получаются вот по этому рецепту, настолько влажные, их можно просто есть как самостоятельный десерт. Шапочку снимаю с него тоже, ни в коем случае ее никуда не выбрасываю, она нам сейчас пригодится для обсыпки боковины торта. И сейчас я уже приготовлю хрустящий слой для этого торта. 250 грамм размягченного сливочного масла взбиваю пару минут. Туда же я добавляю 250 грамм нутеллы, либо же другой ореховой шоколадной пасты, которая есть у вас в наличии. Сейчас аналогов нутеллы огромное количество продается. Все это я просто взбиваю еще секунд 20. Больше взбивать ничего не нужно. Если у вас нутелла такая застывшая, немножко прогреть ее можно в микроволновке, либо же на водяной бане. Вот такая вот масса у меня получится. Дальше ничего не взбиваю. Это все будет прекрасно держать хрустящий слой. Здесь у меня упаковка конфет Джотто. Вы можете брать аналоги этих конфет. Мне в начинку понадобится 18 штук, а 18 я возьму для украшения этого тортика. Сейчас я их просто нарезаю вот так крупно, нарезаю ножом. Буквально на 3 части каждую конфетку буду нарезать. То есть мельчить совершенно это не нужно. Она должна, эта крошка, чувствоваться во вкусе потом. Можете, как я уже сказала, другие более бюджетные аналоги брать конфет. Это все на ваше усмотрение. Здесь у меня вот такие вот вафли с молочным шоколадом. 125 грамм. У меня тоже покупные. Они как бы такой хрустящий слой тоже собой прекрасно заменяют в торт. Сейчас они везде продаются. Нужно просто выбрать очень хорошего качества. На моем канале, конечно же, есть подробное видео, как выпечь самим хрустящий слой, вот этот Роялтин. Если вы хотите, ссылку я вам оставлю, конечно же, в описании к данному видео. Можно самим испечь. Добавляю сейчас туда 100 грамм обжаренного рубленого фундука. И всю эту сухую смесь я добавляю к маслу с нутеллой. Все это просто перемешиваю. Вот эта взбитая кремовая масса масла с нутеллой очень хорошо будет изолировать вот этот хрустящий слой, и он оставаться будет на протяжении многих суток хрустящим в торте. И завершаем приготовление крема. Здесь 150 грамм размягченного сливочного масла и 120 грамм шоколадно-ореховой пасты нутелла, либо же можно брать ее аналоги. Здесь взбивала примерно 2-3 минуты и по 2-3 столовые ложки добавляю туда остывшую до комнатной температуры, ни в коем случае не холодную, заварную основу. И прорабатываю миксером. По поводу шоколадной пасты сразу хочу сказать. Здесь я показываю самый элементарный вариант с нутеллой. Крем получается просто необыкновенно вкусным. Вы можете брать аналоги этой пасты. Продается множество аналогов без использования пальмового масла. Можно брать с подсолнечным маслом. Можете брать также пралине. Здесь все на ваше усмотрение. Крем взбиваем до той степени, чтобы все комочки от заварной основы, конечно же, разошлись. Но взбиваем недолго, иначе крахмал проваренный разжижится в креме. Взбила крем. Делю его на 3 равные части. 2 части я буду использовать для начинки и 3 часть для украшений. Начинаю уже сборку торта. Нижний корж я использую тот, который был у меня верхним при выпекании, чтобы красивее все это смотрелось в разрезе. Для пропитки мне здесь понадобится буквально 100 мл молока для всех коржей. В принципе, их можно и даже и не пропитывать, но я пропитываю на всякий случай здесь в видео. Половину вот этой хрустящей прослойки я выложила на нижний корж. Распределять его удобнее всего вилкой. Вообще все эти хрустящие коржи всегда, как ни странно, очень хорошо распределяются именно вилкой, потому что именно каждый кусочек мы можем
можем быстро расшевелить тогда. Сейчас одну часть, как я уже сказала, крема я выкладываю на нижний корж. На 3 части я поделила весь крем, вот этот пудинговый. Накрываю вторым коржом. Очень удобно вот так с мягкой доски или вообще с какой-то доски кухонной выкладывать всегда эти коржи. Такие нежные, я имею в виду коржи. Также его пропитываю, этот корж. И повторяю все то же самое. Сразу вам говорю, если вы смущаетесь нутеллой, вы можете брать пролинуаз. Вы можете купить его, этот пролинуаз, можете сами его приготовить. В интернете есть огромное количество информации, как готовится пролинуаз. Все на ваше усмотрение. Второй корж собираю таким же образом. И сейчас накрываю это все 3-м коржом. Разравниваю также. Пропитываю обязательно 3-й корж. Он у нас был дном при выпекании. Благодаря этому будет у нас тортик ровным уже сверху. И убираю сейчас этот торт в холодильник часа на 3. Итак, торт у меня хорошо охладился. Шапочку от бисквита я измельчила вот в такую крошку. 3-ю оставшуюся часть крема я на 1,5 часа оставила в холодильник. Не дольше, потому что иначе она затвердеет так же, как торт. Но благодаря этому проведению в холодильнике она держала очень хорошую температуру, чтобы крем никак не повредился. Я наношу эту 3-ю часть крема частично на торт, то есть наверх и на боковины торта. Сразу же посыпала все это крошкой и остатками крема украшаю торт сверху. Вот такие прекрасные у меня получаются розеточки. Насадка у меня здесь кондитерская 1Е. Очень удобно ей работать. Сразу получаются вот такие фигурные у меня розеточки. И украшаю оставшимися конфетами Giotto. 18 штук у меня здесь как раз. Если кто не пробовал никогда таких конфет, это чем-то напоминают они конфеты Рафаэлло, только тот с кокосом вид конфет, а этот с фундуком. Также там есть вафелька, также крем внутри. И вместо кокоса фундук. Элементарно, наверное, уже проще не объяснишь. Но надеюсь, что это понятно. То есть, кто не может купить конфеты Giotto, найдите аналог вот таких конфет с вафелькой внутри. Посыпаю верх тортика также фундуком обжаренным. И, в принципе, торт у меня уже готов, можно нарезать. Нарезается он превосходно горячим сухим ножом. Нарезается он хорошо, несмотря на такой хрустящий слой. То есть хрустящий слой остается хрустящим в этом торте. Крем нежнейший, вот этот заварной, который мы готовили. Бисквиты нежнейшие здесь просто. Вот такой прекрасный разрез у него получается, несмотря на его хрустящий слой такой обильный. Также он превосходно нарезается на порционные пирожные. Торт получается очень таким насыщенным во вкусе, то есть большую порцию такого торта уже, наверное, и не съешь, особенно после плотного застолья. То есть торт зимний такой, очень насыщенный, ореховый, но очень-очень вкусный торт, роскошный, я бы сказала, по вкусу торт. Вот так он прекрасно надламывается вилкой, все коржи прослеживаются, хрустящий слой прослеживается, очень красивый торт получается. Очень вкусный торт Nuts, который напоминает вкус известного батончика. Торт очень популярный. Торт с большим количеством карамели, лесных орехов. Итак, сначала смешаем все сухие ингредиенты. Здесь у меня 250 грамм муки и 50 грамм какао-порошка. И также я туда сейчас добавляю 10 грамм разрыхлителя. Все это мы перемешиваем до однородности, чтобы потом в бисквите не было белых вкраплений от муки. И отставляем пока в сторону. Здесь у меня 5 яиц комнатной температуры среднего размера по 50 грамм. Половину щепотки соли. Я добавляю 2 пакетика ванильного сахара и начинаю взбивать. Взбиваю примерно полминуты. И добавляю 200 грамм сахара. Как только мы добавили весь сахар, я сейчас выключаю миксер и добавляю 25 грамм кукурузного крахмала, просто чтобы он не разлетался в сторону. И взбиваю теперь дальше, примерно 3 минуты. Крахмал, добавленный вот таким образом, он придает дополнительную влажность бисквиту и удерживает вес бисквита после выпекания, то есть бисквит так не высыхает. Прошло у меня примерно 4 минуты. Теперь я добавляю туда 200 грамм майонеза.
Майонез у меня обычный. То есть майонез здесь не нужно брать обезжиренный, я беру обычный провансаль. Также я добавляю туда 125 мл молока комнатной температуры. И майонез тоже комнатной температуры. И перемешиваю все это сейчас просто до однородности. Долго я ничего не взбивала. Жидкая масса готова. Теперь я туда просеиваю всю сухую смесь. И просто смешиваю все это миксером. Не нужно здесь ни лопаткой все это перемешивать, просто миксером. Перемешиваем все до однородности. Духовка у меня уже разогрета на 150 градусов Цельсия. Вот такое тесто в итоге у меня получается. Тесто достаточно жидкое, то есть это так и должно быть. Выпекать при более высокой температуре я не советую, потому что шоколадные бисквиты зачастую поднимаются горкой. Вот такого плана я имею в виду бисквиты. И много очень веса бисквита уйдет именно в горку. Форма у меня здесь по 20 сантиметров. Лучше всегда выпекать в двух формах. Он быстрее пропекается, более однородно и ровно. И ставлю сейчас выпекаться на 30-35 минут. У меня прошло 35 минут. Бисквиты выпеклись. Я сейчас их проверила уже деревянной шпажкой. Шпажка выходит сухая и чистая. Как только я могу дотрагиваться до формы, она немного остыла, она еще у меня очень теплая, но остыла, и я сразу же освобождаю бисквиты из формы. Вкус шикарнейшего шифонового бисквита получается. И очень такой влажный, хороший получается, бархатистая структура у бисквита. Сейчас я нарезаю еще в теплом виде эти бисквиты. Нарезать буду кондитерской струной. Вы также можете и ножом его нарезать, и ниткой, как вам удобнее. Но я много лет пользуюсь кондитерской струной. Бисквит на майонезе. Вы также можете для этого торта использовать ваш самый любимый шоколадный бисквит, который есть в вашем арсенале, либо же посмотреть на моем канале. Посмотрите плейлист бисквиты на моем канале, и там уже большой выбор шоколадных бисквитов. И сначала я подготовлю карамель. Карамель я готовила в предыдущем видео. Здесь у меня 6 грамм желатина и 400 грамм карамели. Для этого я карамель уже слегка разогрела в микроволновке. Она у меня теперь достигла температуры 50 градусов Цельсия. Видите, она у меня такая подвижная. Она должна быть такая, чтобы желатин в ней хорошо растворился и не пошел комочками и сгустками такими. Вот если она у вас такая холодная, вы ее прогреете либо на водяной бане, либо в микроволновке, как это сделала я. В желатин я добавляю 3 столовых ложки холодной кипяченой воды, чтобы он набух. Больше желатина я здесь брать не советую. Чуть меньше можете взять, но не больше, иначе карамель у вас уже будет с таким резиновым привкусом. Мы просто берем, чтобы слегка он зафиксировался. Желатин я сейчас отправляю в микроволновку, растопила импульсами. И весь растопленный желатин я ввожу в карамель. Все это просто перемешиваю. Как я уже сказала, карамель я предварительно прогрела. Иначе желатин у вас будет схватываться такими комочками. Вот такая жидкая масса у меня в итоге получилась. Бояться этого не нужно, это так и должно быть. Здесь у меня 200 грамм обжаренного фундука. Я его обжарила на противне в духовке при температуре 150 градусов Цельсия до аромата такого орехового. Теперь приготовим крем. Здесь у меня 150 грамм сливок, 2 пакетика ванильного сахара и 250 грамм сыра маскарпоне. Как готовить сыр маскарпоне в домашних условиях, есть подробное видео на моем канале. Проходите по ссылке и смотрите. Сейчас я всю эту массу вместе с сахарной пудрой, здесь у меня 150 грамм сахарной пудры, я взбиваю буквально 1 минуту, не больше, иначе сыр маскарпоне и сливки могут просто отслоиться. Это очень быстрый крем. Вот до таких мягких пиков я взбила эту массу. Не более. Теперь я туда же добавляю 300 грамм сливочного сыра.
творожно-сливочный сыр у меня здесь. Можете также сливочный сыр типа Филадельфии добавить. И все это также примерно минуту прорабатываю миксером. Крем готов. Вместо этого крема вы можете сделать, допустим, крем-пломбир без яиц. Очень подробное видео есть на моем канале «Бюджетный крем». Теперь начинаем собирать торт. Мне в данном торте понадобится 3 коржа. Я напишу пропорции в описании к видео на 3 коржа также. А то видео у меня получилось 4 коржа из тех пропорций. Я наполнила кремом кондитерский мешок. Наношу из кондитерского мешка крем на корж. Корж я не пропитываю, потому что бисквит влажный. И разравниваю шпателем. Если вам нужен такой очень влажный корж, вот очень влажный, вы его можете пропитывать. Я этого не делаю в данном торте. Делаю бордюрчик из крема и выливаю туда половину карамели. Карамель еще очень жидкая. Она сейчас на глазах уже будет схватываться, потому что желатин в очень холодном креме, он сразу же схватывается. И карамель, само собой, также. Теперь я выкладываю на карамель половину моих орехов. Сразу хочу сказать, торт собирайте сразу же в кондитерском кольце. Я здесь собираю без кольца, просто для наглядности в видео, чтобы вам показать, чтобы было лучше видно. Делаю еще один бордюрчик и убираю сейчас минут на 10 в холодильник, чтобы схватился желатин. У меня прошло примерно 10 минут, зафиксировался уже желатин с карамелью, и я сейчас наношу такой совсем тоненький слой крема поверх карамели с орехами и разравниваю. Торт у меня 20 сантиметров в диаметре. Разровняли крем, и я выкладываю второй корж. Здесь я уже одела, конечно, кондитерское кольцо с ацетатной пленкой. Все те же самые действия я проделала с кремом, с карамелью, с орехами. Постоял он у меня 10 минут в холодильнике, тортик, и я разравниваю верхний слой крема. И накрываю третьим коржом. Все это хорошо фиксирую ацетатной пленкой и кондитерским кольцом. Видите, очень мягкий и влажный бисквит. Я его не пропитываю. Вы же можете пропитать, если вам нравится супер влажный бисквит. Я этого не делаю. И убираю сейчас в холодильник хотя бы на 5 часов. У меня прошла ночь. Я растопила здесь 200 грамм шоколада, 40% какао и 30 грамм сливочного масла. Все это я просто смешиваю. Также добавляю туда 70 миллилитров молока комнатной температуры. И все это перемешиваю до однородности. И получается у меня ганаш на молоке. Подробный рецепт этого ганаша есть на моем канале. Проходите по ссылке и смотрите, как я его готовлю. Я достала торт из холодильника, снимаю с него ацетатную пленку. Как видите, карамель нигде не вытекает. Все как было, как мы его собрали, так он и остался. Сейчас я наношу черновой тоненький слой ганаша на торт. И разравниваю его просто, чтобы он у меня схватился. Просто, чтобы связать крошки и какие-то мелкие неровности. Но торт сам по себе ровный. Теперь выравниваю, видите, этот полупрозрачный слой. И убираю сейчас торт в холодильник. Буквально на 10 минут, чтобы ганаш схватился. И достав торт из холодильника после этого, я уже наношу хороший слой ганаша, чтобы покрыть полностью весь торт. Торт получается необыкновенно вкусный. Орехи, если вы их хорошо прожарили, они очень хорошо хрустят в торте. Обязательно нужно поджарить в духовке орехи, либо же купить уже обжаренные. И вот такой разрез шикарный получается. Карамель подвижна, но она не течет. Вы можете вообще ее не фиксировать желатином, но в летнее время я все-таки советую это делать, потому что очень жарко на улице. И вообще для сборки, для транспортировки торта это также хорошо. Торт прекрасно надламывается вилкой, и все коржи также прослеживаются. И торт нравится как взрослым, так и детям. В данном видео я готовлю один из самых вкусных безейных тортов. Это торт Сникерс с прослойкой безе. Торт без преувеличения получается нереально просто вкусным.
Нравится он миллионам, проверено уже годами. Итак, сначала приготовим бисквит. Я сейчас разделяю 4 яйца среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм, на белки и желтки. Желтки я буду использовать как дополнение к яйцам в бисквите, а белки для безе. 330 грамм муки, 15 грамм, в моем случае 1 пакетик разрыхлителя и 60 грамм какао-порошка. Все это я просто перемешиваю и отставляю в сторону. 5 яиц среднего размера, к ним же добавляю 4 желтка, щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара. Все это взбиваю до состояния такой пивной пены. И сейчас порциями я туда ввожу 270 грамм сахара. Бисквит этот очень неприхотливый. Он очень быстро выпекается, прекрасно держит, идеально просто держит форму. Он подходит для очень разноплановых тортов. Взбивал эту массу примерно около 5 минут сейчас, после введения сахара. Вот такая пышная побелевшая масса у меня получилась. Добавляю туда 150 грамм растопленного сливочного масла и 150 миллилитров молока комнатной обязательной температуры. Все просто перемешиваю, ничего здесь долго не взбиваю теперь. Просеиваю сейчас туда всю сухую смесь. Смесь я также просеиваю полностью. Ничего здесь лопаткой я вмешивать не буду. Как я уже сказала, бисквит неприхотливый, очень хорошо поднимается, выпекается и прекрасно держит свою форму. Все это просто перемешиваю опять же миксером. Обязательно с боков, со стеночек посуды собираю все просто лопаткой, чтобы у меня были полностью равномерные потом коржи, без всяких примесей. И выливаю сейчас в форму. Форма здесь прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Полностью для удобства застелила ее бумагой для выпечки. Вы же можете также выпекать в круглой форме 24 сантиметра в диаметре. При температуре 175 градусов Цельсия бисквит у меня выпекался около 50 минут. Смотрите, все по вашей духовке. 45-50 минут на среднем уровне без конвекции. Шпажка выходит сухая и чистая из него. И теперь я приготовлю все ингредиенты для меренги. 130 грамм белка у меня, то есть белки от 4 яиц среднего размера. 8 грамм ванильного сахара. И сахара у меня должно, уже включая ванильный сахар, ровно в 2 раза больше быть. То есть 260 грамм сахара. По правилам швейцарской меренги, которую мы сейчас и готовим. Все это просто перемешиваю. Иду сейчас на плиту, на паровой бане, чтобы дно миски ни в коем случае не касалось кипятка, кипящей воды. Все это сейчас нагреваю до той степени, просто чтобы разошелся сахар. Ничего не кипячу, примерно 1,5 минуты я здесь буду растворять сахар. И снимаю сразу с огня. И сразу беру в работу меренгу. Очень аккуратно переливаю сейчас в ту посуду, где я буду взбивать белковую массу. Она должна быть полностью обезжирена. И чтобы ни капли жидкости, которая на дне миски у нас осталась, не попала в эту массу. Взбиваю примерно около 5 минут всю белковую смесь сейчас. На 4-й минуте взбивания я добавила туда 1 щепотку лимонной кислоты, совсем небольшую. Либо же можно добавить вместо лимонной кислоты 1 чайную ложку лимонного сока. Меренга будет еще более плотной с этим. Спустя 5 минут взбивания вот такая красивая, пышная меренговая масса у нас в итоге должна получиться. Пики подрагивающие, это нормально, потому что это у нас не белковый заварной крем, не итальянская меренга, а именно швейцарская меренга, здесь мы ее приготовили. Это нормально для нее вполне. Перекладываю сейчас всю эту массу в кондитерский мешок. Насадка здесь кондитерская у меня 1М. Размер противня 42 на 32 сантиметра. Отсаживаю сейчас безе вот такими палочками. Таким образом безе будет сушиться гораздо быстрее и качественнее. Палочки все просушиваются идеально. Здесь не нужно долго его сушить, по 5, по 6 часов некоторые сушат. Мне достаточно в моей духовке будет его просушить 2-3 часа. Все это будет зависеть от
вашей духовке. Смотрите, именно почему я говорю 2-3 часа, потому что количество безе каждый раз разное. Убираю сейчас выпекаться. Примерно 2,5 часа в моей духовке достаточно уже, чтобы получилось такое идеально хрустящее белоснежное безе. При температуре 85 градусов Цельсия на среднем уровне, без конвекции я сушу его. Идеально сухое белоснежное безе получается. Безе можно приготовить заранее и хранить его в герметичном контейнере не менее 2 недель. 500 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю примерно 3-4 минуты до пышности и до побеления. Масло здесь я использую 82% жирности. 2 банки вареной сгущенки по 397 грамм. Вы также можете 380 грамм банку брать. Это здесь не столь критично. По 2 столовые ложки сгущенки я добавляю туда и прорабатываю вот так быстренько миксером. Очень важно, чтобы этот крем полностью объединился и стал именно устойчивым. Если крем будет мягким и жидким, безе размокнет и размокнут орехи впоследствии. Есть подробное видео на моем канале по взбиванию этого крема. Ссылку на то видео я вам, конечно же, оставлю в описании. Многие взбивают этот крем не до устойчивости, совершая тем самую грубейшую ошибку. Сейчас пойдут такие характерные пустоты в массе. Крем становится все светлее и светлее, и он должен стать именно устойчивым. Это залог правильного взбивания этого крема. Крем должен посветлеть и стать глянцевым. И вареная сгущенка должна быть здесь обязательно именно комнатной температуры. Ни в коем случае не холодная. Сейчас всю кремовую массу я делю на 2 равные части и буду использовать ее в начинке. Бисквит у меня полностью остыл уже до комнатной температуры, я могу уже с ним работать. Видео по торту Сникерс с прослойкой безе именно для тортоделов, высокий торт, есть на моем канале. Очень многие постоянно просят приготовить небольшой тортик для домашнего чаепития и с другим бисквитом, что я и делаю по многочисленным просьбам в данном видео. То есть бисквит я здесь пеку на сливочном масле, как меня просили именно к сникерсу. Пожалуйста, смотрите, вы можете пройти по ссылке на тот сникерс, я вам, конечно же, оставлю ссылочку в описании под данным видео. То видео именно для тортоделов, либо же кто хочет сделать домашний торт на день рождения, на какой-то праздник, но высокий. Здесь я показываю торт для чаепития. Также его можно украсить и в качестве прямоугольного торта. Также в качестве торта книга, все, что вам нравится. Пропитываю просто обычной охлажденной кипяченой водой, потому что торт очень сладкий, так же как и сам батончик Сникерс. Вы можете не пропитывать. Здесь показываю именно для тех, кто любит очень влажные бисквиты. Безе от этого не размокнет, потому что у нас будет хороший слой крема, который будет изолировать безе и орехи. Использую здесь покупные орехи. Меня часто девочки из Германии спрашивают, какие орехи я использую. Вот такие из эдыки я использую орехи. Самый, на мой взгляд, качественный арахис. Хотя арахис это и не орехи, но называем по обыкновению его орехом тоже. Использую на весь торт 200 грамм подсоленного обжаренного арахиса. Разравниваю сейчас полностью одну из частей крема на поверхности, чтобы полностью была изолирована поверхность от последующего коржа. И проделываю сейчас то же самое. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях, за сколько по времени заранее можно собрать этот торт. Если вы будете за сутки заранее собирать, с ним ничего не случится. Но если 2 суток, безе тоже останется хрустящим. Здесь смотрите тогда на качество орехов. Орехи могут размокнуть, но не безе. Но чтобы все идеально хрустело у вас, советую заранее в ночь собрать и на следующий день уже кушать. Вот это идеальный вариант. Безе здесь хватает вот на эту порцию торта. И у вас еще немножко останется для декора. Я потом покажу это, как я это делаю. То есть торт рассчитанный минимум на 20 порций. Это нужно учитывать. Такого тортика много не съешь, поэтому порции не очень большие здесь нужно делать. Убираю сейчас минимум на 3-4 часа в холодильник. 100 грамм растопленного молочного шоколада, можете горький брать, все по вашему вкусу. И добавляю туда также 1 столовую ложку растительного масла без запаха. И сейчас уже на охлажденный торт я выливаю всю шоколадную глазурь.
Глазурь я переложила для удобства в кондитерский мешок. Она очень еще у меня теплая, поэтому она вот так быстро стекает. Если вы ей дадите немножко приостыть, она, конечно, не будет так быстро литься, но мне нужно было побыстрее. Покрываю весь верх, разравниваю. Вам советую, если вы захотите глазурью вот так покрыть с подтеками, тоже сделать таким же образом именно из мешка. Безе, которое у меня осталось, я его сейчас измельчаю прямо в руках, и можно уже разрезать. Торт хрустящий получается. Внутри разрезается, естественно, как хрустящий торт любой безейный. Этот торт идеально передает вкус батончика Сникерс, потому что безе напоминает нугу по вкусу. Очень советую приготовить. Торт действительно получается незабываемо вкусным. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.